Думаете, Кентукки – это только лошади, дерби и бочки с виски? Тогда как вам пещера, протяженность которой больше расстояния от Лондона до Парижа? И каждый год спелеологи находят в ней новые километры коридоров. Или городок, который буквально стоит на крыше подземной реки и однажды превратил собственный источник питьевой воды в самую загрязненную пещеру Северной Америки. А как насчет хранилища золота, которое не проходило полную независимую проверку уже несколько десятилетий, и даже президенты страны туда не попадают? Сегодня мы спустимся в 8 мест Кентукки, которые доказывают – этот штат построен не только на поверхности, но и на крупнейшей подземной системе целого континента. А в финале мы вернемся туда, откуда начали, чтобы увидеть, насколько на самом деле велика карта, которую люди исследуют уже больше 2 столетий подряд. Готовы? Начинаем! Если вы досмотрите этот выпуск до конца, вы поймете, почему именно Кентукки прячет под собой больше неизведанного пространства, чем любой другой штат Америки. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, куда мы спустимся дальше. Сам штат лежит на одном из самых известных карстовых поясов планеты. Слабокислая вода веками просачивалась через известняковые пласты, растворяя породу и создавая систему пустот, которая тянется далеко за пределы одной только Мамонтовой пещеры, через территорию нескольких округов центрального Кентукки, от Южной Индианы до границы с Теннесси. Мамонтова пещера в центральном Кентукки официально признана самой длинной пещерной системой на планете. Исследователи нанесли на карту больше 650 километров коридоров. И это далеко не предел. Каждый год спелеологи находят новые проходы, соединяющие уже известные залы с теми участками, которые до этого считались отдельными пещерами. Формирование этой подземной системы началось не вчера. Слабокислая подземная вода растворяла известняк на протяжении 10 миллионов лет, создавая многоуровневый лабиринт под защитным слоем песчаника и сланца. Именно этот верхний слой сработал как естественная крыша, не позволяя пещере обвалиться или затопиться полностью, пока вода продолжала источать новые коридоры на нижних уровнях. Сама пещера состоит из 5 отдельных уровней, сформированных в разные геологические эпохи по мере того, как менялся уровень близлежащей реки, питающей всю карстовую систему региона. Люди начали использовать пещеру задолго до появления письменной истории. По находкам археологов, первые посетители заходили в верхние галереи Мамонтовой пещеры еще 4 или 5 тысяч лет назад, добывая там гипс и другие минералы. Некоторые из этих древних исследователей продвигались на расстояние почти в 30 километров от входа, ориентируясь исключительно по свету факелов, без всякого современного снаряжения, в полной темноте, где одна ошибка означала бы верную гибель. Картографирование пещеры в современном виде стало возможным благодаря работе нескольких поколений чернокожих проводников, многие из которых начинали как рабы. Один из них, Стивен Бишоп, в середине XIX века самостоятельно проложил и задокументировал маршруты через самые сложные участки системы, включая переход через пропасть, которую сам Бишоп назвал «бездонной Яминой». Несмотря на это, когда территория получила статус национального парка в 1941 году, федеральное правительство отказалось нанимать чернокожих проводников на работу. Несправедливость, которую исторические материалы Службы национальных парков признают открыто. Спорная деталь, которая держит интригу живой даже сегодня. Когда в середине 20 века исследовательский фонд начал систематическое картографирование, длина пещеры составляла около 71 километра. После открытия соединения с системой Флинт-Ридж в 1972 году протяженность скачкообразно выросла почти втрое за одну ночь. Это означает, что официальный рекорд самой длинной пещеры мира не статичен. Он переписывается каждый раз, когда исследователи находят очередной незадокументированный переход. Конкретная деталь, которая делает масштаб этого открытия по-настоящему ощутимым.
Команда, обнаружившая соединение между двумя системами в 1972 году, провела под землей без перерыва больше 14 часов, пробираясь через узкие протоки, частично заполненные водой, прежде чем поняла, что вышла именно в ту часть Мамонтовой пещеры, которую считали отдельной системой. Этот единственный переход в одну ночь добавил на карту больше 80 ранее неучтенных километров. Это лишь первый объект из 8, и именно эта неоконченная карта станет главным горизонтальным вопросом всего нашего путешествия. Сколько на самом деле километров скрыто под поверхностью Кентукки, и закончится ли когда-нибудь это исследование? Если Мамонтова пещера показывает, насколько успешно человек может покорить подземный мир, то соседняя пещера, отделенная от нее лишь несколькими километрами, рассказывает прямо противоположную историю. О том, как этот же подземный мир оказался сильнее одного отдельного человека. В 1925 году исследователь по имени Флойд Коллинз спустился в небольшую пещеру под названием Сэнд-Кейв, рассчитывая найти новый вход в систему Мамонтовой пещеры и превратить находку в туристическую достопримечательность для своей семьи. Утром 30 января, на обратном пути к выходу, в узком проходе на него обрушился камень весом более 10 килограммов вместе с потоком гравия, и его нога оказалась прижата под завалом на глубине около 25 метров от поверхности. Фонарь у Коллинза быстро разрядился, и он провел первые часы в кромешной темноте, выкрикивая в пустоту в надежде, что кто-то услышит. Спасатели нашли вход в обвалившуюся пещеру лишь спустя несколько часов. А пробраться к самому Коллинзу смогли только самые узкие и легкие из добровольцев, протискиваясь через проход шириной едва достаточный для одного человека. То, что началось как локальная операция спасения, неожиданно превратилось в одно из первых по-настоящему массовых медийных событий в истории Америки. Радиостанции по всей стране ежечасно прерывали программы с сводками с места событий. Газеты держали историю Коллинза на первых полосах больше 2 недель подряд, а Конгресс на одном из заседаний специально прервался, чтобы выслушать последние новости. У входа в пещеру собралась толпа в несколько сотен человек, часть которых, если верить очевидцам, больше интересовалась зрелищем, чем самим спасением. Спасательная операция продолжалась 17 дней. Инженеры в какой-то момент решили рыть вертикальную шахту глубиной более 15 метров в обход обвалившегося прохода. Но к моменту, когда шахта наконец достигла нужной глубины, было уже слишком поздно. Коллинз умер от истощения и переохлаждения, не дождавшись спасения буквально на расстоянии нескольких метров от спасателей. Конкретная деталь, которая показывает, насколько хаотичной была сама атмосфера вокруг спасательной операции. У входа в Сэнд-Кейв предприимчивые торговцы устроили настоящий стихийный рынок, продавая зрителям еду, горячий кофе и даже сувениры на память о трагедии, разворачивавшейся в нескольких метрах под землей. Эта смесь искреннего сострадания и неприкрытого зрелища стала одной из причин, по которым историки позже называют историю Коллинза первым настоящим медиацирком в истории американских новостей. Человеческий момент этой истории, пожалуй, самый тяжелый во всем выпуске. Коллинз, по свидетельствам тех немногих, кто добирался до него, до последнего сохранял ясность речи и интересовался, почему снаружи все просто разговаривают, а не работают. Его смерть, какой бы трагичной она ни была, в итоге привлекла такое внимание общественности к этому району Кентукки, что историки напрямую связывают трагедию Коллинза с решением придать Мамонтовой пещере статус национального парка спустя 1,5 десятилетия. Конкретная деталь, которая редко попадает в пересказы этой истории. Соседняя пещера, которую сам Коллинз открыл задолго до трагедии в Сэнд-Кейв и в которую вкладывал надежды как в источник дохода для своей семьи, сегодня носит его имя – Кристал Кейв Флойда Коллинза. Получается, что человек, погибший в погоне за новым туристическим открытием, в итоге оставил после себя сразу 2 подземных наследия. Одно – место его смерти, ставшее символом первой по-настоящему массовой медийной трагедии Америки, и другое – пещеру, которая пережила его и продолжает носить его фамилию по сей день.
Если Сэнд-Кейв показал, что подземный мир Кентукки может быть смертельно опасным даже для опытного исследователя, то совсем другая пещера, расположенная прямо под центром небольшого городка, продемонстрировала, что не менее разрушительной угрозой может стать сам человек на поверхности. Городок Хорс-Кейв на юге центрального Кентукки в буквальном смысле построен вокруг гигантской воронки, ведущей в систему, которую сегодня называют скрытой речной пещерой. Подземная река здесь дренирует территорию площадью свыше 250 квадратных километров и соединена с той же огромной карстовой системой, что и Мамонтова пещера, расположенная всего в нескольких километрах отсюда. В конце XIX века жители города нашли пещере неожиданно прогрессивное применение. На подземной реке установили турбину, которая давала электричество для нескольких домов и предприятий. Это сделало Хорс-Кейв первым городом в Кентукки с лампами накаливания. Сама пещера на протяжении десятилетий служила источником питьевой воды и местом для коммерческих экскурсий, привлекавших туристов с 1912 года. Но тот же самый источник благополучия стал причиной экологической катастрофы. По мере роста города местные жители начали сбрасывать в воронку бытовой мусор и сточные воды, не задумываясь, что подземная река, в которую все это попадает, это та же самая вода, которая питает их собственные колодцы. К началу 1940-х годов загрязнение достигло такого масштаба, что пещеру официально закрыли. Вонь, поднимавшаяся из воронки в жаркие месяцы, была настолько сильной, что, по словам местных, ювелирный магазин на другой стороне улицы вынужден был закрываться до полудня. Спорная деталь, которая делает эту историю особенно показательной. Пещера, которую часто называют самой загрязненной пещерой всей Северной Америки, оставалась в таком состоянии полвека. Лишь в 1980-х годах, после постройки новой станции очистки сточных вод, начался процесс восстановления, и уже в 90-х годах исследования показали, что качество подземной воды вернулось к показателям, близким к питьевым стандартам. Человеческий момент здесь обманчиво простой. Целое поколение жителей Хорс-Кейва выросло, считая воронку под главной улицей просто удобным местом для мусора. И понадобились десятилетия, чтобы город осознал, что отравляет собственный источник жизни в буквальном смысле у себя под ногами. Сегодня пещера снова открыта для посетителей, а полная протяженность ее ходов до сих пор не определена до конца. Конкретная деталь, которая показывает масштаб восстановления. Исследования качества подземной воды, проведенные совместно американскими и канадскими университетами уже в 2015 году, подтвердили, что показатели практически вернулись к стандартам питьевой воды спустя более чем 70 лет после того, как пещеру впервые закрыли из-за загрязнения. Получается, что природе и людям вместе потребовалось почти столетие, чтобы исправить ущерб, который нанесли городу несколько десятилетий беспечного отношения к собственному подземному источнику. Это только половина пройденного пути. Дальше нас ждет пещера, где подземная река когда-то скрывала не воду и не отходы, а целый нелегальный бизнес. И хранилище, где сама атмосфера Кентукки превращает обычный спирт в золото. Неподалеку от Боулинг-Грина расположена пещера, известная как Лост-Ривер, или «Потерянная река», названная в честь подземного потока, который то появляется на поверхности, то снова уходит под землю на протяжении нескольких километров. В XIX веке энергия этой подземной реки приводила в движение несколько мельниц. Фермеры приводили зерно к самому входу в пещеру, чтобы смолоть его в муку при помощи естественного потока воды. В начале XX века история пещеры приняла куда более авантюрный оборот. Во время действия сухого закона огромный естественный зал у входа в пещеру превратился в подпольный танцевальный клуб, который местные называли самым прохладным местом в городе, в прямом смысле благодаря постоянной невысокой температуре подземного воздуха.
Когда городские власти запретили продажу алкоголя ниже уровня улицы, посетители клуба нашли обходной путь. За $2 можно было купить обычное ведро колотого льда, на дне которого пряталась крошечная бутылка крепкого напитка. Спорная деталь, добавляющая этой истории дополнительный колорит. Документальных подтверждений того, сколько именно подобных ведер со льдом было продано за годы существования клуба, не существует. Учет такой деятельности по понятным причинам никто не вел. Но сама легенда о ведре льда с секретом дожила до наших дней именно потому, что слишком много местных жителей пересказывали ее слишком похожими словами, чтобы считать это просто выдумкой. Сегодня Лост-Ривер – это охраняемая некоммерческая территория, где сохранились следы как мельничного, так и танцевального прошлого пещеры. Старое каменное здание электростанции до сих пор стоит у входа, напоминая о временах, когда подземная вода питала не только нелегальный клуб, но и вполне законное хозяйство целого района. Конкретная деталь, которая связывает эту пещеру с остальной подземной системой региона. Та же самая известняковая порода, растворенная водой за миллионы лет, создала и Лост-Ривер, и Мамонтову пещеру, и десятки других карстовых полостей в радиусе нескольких десятков километров. Разница лишь в том, какую роль человек придумал для конкретного подземного пространства. Мельницу, спикизи, туристический маршрут или научный заповедник. Если Лост-Ривер показала, как подземный мир Кентукки однажды помог обойти закон, то на поверхности того же региона действует совершенно легальная, но не менее загадочная система. Она превращает обычный зерновой спирт в напиток, которым штат известен на весь мир, используя при этом саму невидимую руку климата. Бурбон в Кентукки выдерживают в многоэтажных деревянных хранилищах, где разница температур между верхним и нижним этажом может достигать нескольких десятков градусов. Летом верхние ярусы нагреваются почти до 50 градусов по Цельсию, тогда как нижние остаются значительно холоднее. Именно эти постоянные колебания заставляют бочку расширяться и сжиматься, прогоняя спирт сквозь поры дубовой древесины и вытягивая из дерева сложные вкусовые соединения, которых не получить никаким другим способом. У этого процесса есть собственное название – доля ангела. Каждый год через стенки бочки испаряется от 2 до 5% содержимого, и эта потеря накапливается экспоненциально. Бочка, простоявшая в выдержке 12 или 15 лет, может потерять больше половины своего первоначального объема, просто растворившись в воздухе хранилища. Чем жарче и влажнее климат, тем быстрее работает эта невидимая бухгалтерия. И климат Кентукки с его жарким летом считается одним из самых требовательных в мире для выдержки виски. Конкретная деталь, которая показывает, насколько серьезно эта система может выйти из-под контроля. Несколько лет назад в Кентукки произошло обрушение многоэтажного хранилища бурбона, в результате которого тысячи бочек разом обрушились друг на друга, а сама жидкость потоком хлынула в близлежащий ручей. По данным экологических служб, в ручей попало свыше 450 тысяч литров крепкого алкоголя, и из-за резкого падения уровня кислорода в воде погибло несколько сотен рыб. Наглядное напоминание о том, что подземная и наземная системы штата связаны теснее, чем кажется на первый взгляд. Человеческий момент в этой истории прост. За каждой бутылкой бурбона с возрастной маркировкой на этикетке стоит десятилетие или больше, в течение которого часть содержимого бочки буквально исчезает в кентуккийском воздухе. И именно эта добровольная потеря, а не какой-то секретный ингредиент, формирует ту глубину вкуса, ради которой штат прославился на весь мир. Конкретная деталь, которая показывает экономический масштаб этой невидимой потери. Один из крупных производителей бурбона традиционно отбирает бочки для своей премиальной линии именно со среднего, так называемого центрального уровня хранилища, не самого жаркого верхнего и не самого холодного нижнего, а промежуточного, где скорость испарения и скорость созревания достигают наиболее сбалансированного результата.
Получается, что расположение одной конкретной бочки внутри многоэтажного склада способно повлиять на ее итоговую цену сильнее, чем сам рецепт напитка. Мы прошли уже половину пути, и подземная карта Кентукки только усложняется. Дальше нас ждет искусственная пещера такого масштаба, что над ней свободно расположился целый зоопарк и хранилище золота, проверку которого не проводили уже много лет. Под зоопарком Луисвилла и 10 полосами одной из главных городских автострад скрывается крупнейшая искусственная пещерная система Северной Америки, известная как Мегакаверна. Это бывший известняковый карьер, который более 4 десятилетий разрабатывался компанией под названием Louisville Crushed Stone, прежде чем шахту выкупили частные инвесторы в конце 80-х годов и превратили в высоко защищенный коммерческий объект. Масштаб впечатляет даже в сухих цифрах. Общая площадь пространства превышает 3,5 миллиона квадратных метров, что делает Мегакаверну формально крупнейшим зданием во всем штате Кентукки, хотя находится оно полностью под землей. Конструкция настолько прочна, что, по заявлениям инженеров, способна выдержать прямое попадание торнадо ураганной силы или даже падение авиалайнера, оставаясь при этом совершенно стабильной благодаря 20 с лишним метрам сплошного известняка и грунта над потолком. Самая неожиданная страница истории этого места относится к началу 60-х годов, в разгар Карибского кризиса. Власти штата составили секретный список из 50 тысяч имен, людей, которым в случае ядерного удара было бы предоставлено укрытие именно в этой подземной пещере, превращенной в крупнейшее по тем расчетам гражданское бомбоубежище страны. Список так и не понадобился, но сам факт его существования показывает, насколько серьезно к этому месту относились на пике Холодной войны. Спорная деталь, которая до сих пор обсуждается местными жителями. По неподтвержденным слухам, часть подземных коридоров Мегакаверны используется некоторыми местными винокурнями для выдержки бурбона. А еще одна история утверждает, что где-то в системе хранятся объемы шоколада от крупного производителя. Официальные представители объекта подтверждают лишь то, что федеральные ведомства арендуют здесь часть пространства для хранения документов, а более конкретные детали по соображениям безопасности не раскрываются. Конкретная деталь, которая отражает двойственный статус этого места. С юридической точки зрения, Мегакаверна формально классифицируется не как шахта, а как здание. И именно этот технический нюанс позволяет ей официально называться крупнейшим зданием штата. Хотя сверху, с поверхности земли, никто никогда не догадается, что под обычным городским зоопарком скрывается сооружение такого масштаба. Если Мегакаверна — это рукотворная пещера, спрятанная под обычным городским ландшафтом, то наш последний и самый странный объект — это хранилище, которое не прячется вовсе, а наоборот, открыто заявляет о себе как о самом надежном месте в стране, и именно поэтому вызывает больше всего вопросов. Хранилище золотых запасов. США в Форт-Ноксе было построено в 1936 году по заказу Министерства финансов как двухуровневое подземное сооружение, рассчитанное на максимальную защиту. На строительство ушло свыше 450 кубических метров гранита, более 3000 кубических метров бетона и порядка 1200 тонн армирующей стали, а сама взрывозащищенная дверь хранилища весит больше 20 тонн. Первое золото доставили на объект по железной дороге в 1937 году под охраной кавалерийского полка. И с тех пор хранилище удерживает за собой репутацию самого надежного депозитария в мире. Сегодня здесь хранится порядка 147 миллионов тройских унций золота, что составляет больше половины всего золотого резерва федерального правительства. Конкретная деталь, добавляющая месту дополнительный исторический вес. Во время Второй мировой войны в этом же хранилище временно держали не только золото, но и оригинальный экземпляр Конституции страны,
перевезенный туда из соображений безопасности на случай нападения на столицу. Получается, что одно и то же подземное помещение в разные периоды истории защищало не только финансовый, но и символический фундамент целого государства. Самая странная деталь во всей этой истории касается не охраны и не архитектуры, а вопроса прозрачности. Несмотря на периодические внутренние проверки и инспекции, полного независимого публичного аудита всего золотого резерва, хранящегося в Форт-Ноксе, не проводилось уже много десятилетий. Эта секретность на протяжении многих лет подпитывает самые разные слухи и теории. От предположений, что часть резерва давно вывезена, до версий, что само золото подменили менее ценным металлом. Ни одна из этих версий не имеет документального подтверждения, но и официального опровержения в виде полной открытой проверки тоже до сих пор не было. Даже действующие президенты страны, согласно установленным правилам, не имеют права на личное посещение хранилища без специального разрешения. Статус, который не предоставляется почти никому. Получается, что самое охраняемое золото целой нации физически находится в той же самой подземной Кентукки, где спелеологи продолжают находить новые километры пещер. Но в отличие от Мамонтовой пещеры, эта конкретная подземная камера никогда не будет открыта для исследователей или туристов. Конкретная деталь, которая лучше всего показывает контраст между этим объектом и остальными 7. Каждое из мест, которые мы увидели до этого, со временем стало доступно людям. Мамонтову пещеру исследуют туристы. Лост-Ривер открыта для посещения. Даже бывшая самая загрязненная пещера Северной Америки сегодня принимает посетителей. Хранилище в Форт-Ноксе – единственное место в этом списке, которое за почти 90 лет своего существования так и не открыло двери для широкой публики ни единого раза. Мы почти подошли к разгадке нашего горизонтального вопроса. Подземная Кентукки – это не единая система, а слоеный пирог из совершенно разных подземных пространств. Естественные пещеры, созданные природой за 10 миллионов лет, искусственные карьеры, превращенные человеком в бомбоубежища и хранилища, и подземная экономика виски, где климат превращает зерновой спирт в выдержанное золото. Но прежде чем дать окончательный ответ, вернемся туда, откуда начали. Сколько на самом деле километров подземных коридоров скрыто под поверхностью центрального Кентукки? Официальная цифра для одной только Мамонтовой пещеры превышает 650 километров. Но даже эта цифра растет почти каждый год, поскольку исследовательские группы продолжают находить новые проходы, соединяющие уже известные участки с теми зонами, которые раньше считались отдельными системами. Прибавьте к этому скрытую речную пещеру Лост-Ривер, десятки менее изученных карстовых полостей в том же регионе, и точная общая цифра становится не просто большой, а в буквальном смысле неизвестной никому, включая самих специалистов. Получается, что ответ на наш вопрос не число, а признание. Карта подземного Кентукки никогда не будет окончательно завершена, потому что вода продолжает растворять известняк прямо сейчас, в эту самую минуту, создавая новые коридоры там, где вчера была сплошная порода. Каждое поколение исследователей лишь добавляет свой слой к карте, которую начали составлять рабы-проводники 2 столетия назад, и которую продолжают дополнять современные спелеологи с лазерными сканерами. И в этом смысле 8 мест, которые мы прошли в этом выпуске, не противоречат друг другу, а складываются в одну непрерывную линию. Пещера, которую люди исследовали тысячелетиями, пещера, которая забрала жизнь одного из самых упорных исследователей. Пещера, которую город сам почти уничтожил и затем спас. Пещера, которая когда-то прятала музыку и контрабандный алкоголь. Склады, где климат превращает зерно в золото на вкус. Рукотворная каверна, готовая укрыть 50 тысяч человек. И хранилище настоящего золота, которое не открывали для проверки уже много лет. Каждое из этих мест – это разный ответ на один и тот же вопрос.
Что делать с пространством под ногами, когда на поверхности Земли уже не осталось места? Штат, который весь мир знает по скачкам и бочкам виски на поверхности, оказывается еще интереснее под землей. Там, где трагедии, рекорды, нелегальные клубы, экологические катастрофы и государственное золото существуют в одной и той же известняковой породе, просто на разных глубинах. Если вы прошли с нами весь этот путь под землей, вы уже смотрите на Кентукки иначе, чем 10 минут назад. Поставьте лайк и подпишитесь. А в следующем выпуске мы спустимся в другой регион, где Земля прячет не менее масштабную тайну. Какой? Решайте вы в комментариях.